Одним из аспектов духовного развития является практика следования посту на Икадыши. Однако, вместо того, чтобы увеличивать свою преданность Богу, человек может воспринимать день Икадыши как способ излечения, обретения мистических сил или метод исполнения своих желаний. Такое превращение духовной практики в мистический аскетизм свойственно нашему времени. Вот что пишет Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности». В Брахма Вайварта Пуране говорится, что тот, кто постится в Экадаши, освобождается от всех последствий греховных поступков, и его праведность возрастает. Главное, однако, не в том, чтобы просто соблюдать пост, а в том, чтобы укрепить свою веру в Говинду, Кришну, и любовь к нему. Истинный смысл поста в Экадаши заключается в том, чтобы свести к минимуму запросы тела и максимально использовать время для служения Господу, повторения мантры и другой деятельности в преданном служении. Лучшее, что можно делать в день поста, это вспоминать об играх Говинды и постоянно слушать его святое имя. Шрила Прабхупада обычно соблюдал пост Экадаши очень простым способом, предписанным в шастрах, воздерживаясь от вкушения зерновых, бобовых, гороха и дала. Некоторые преданные едят в этот день только фрукты, некоторые только пьют воду, а некоторые полностью постятся. Это называется нирджала Экадаши. Это зависит от индивидуальных характеристик конкретного человека. Главное – помнить следующее правило. Пост в Экадаши должен помогать духовной практике, а не затруднять ее. Вот пища, которую должны избегать все преданные на Экадаши. Все зерна, пшеница, рис и так далее, дал, горох, фасоль и бобы, семена горчицы и производные этих продуктов. Пшеничная мука, горчичное масло, соевое или бобовое масло и так далее. И пищевые компоненты, содержащие эти продукты. Например, нужно быть осторожным в использовании порошковых специй, которые, если они смешаны с мукой, не могут использоваться в Экадаши. Также следует признать существование популярной идеи, что если вы нарушили Экадаши в течение года, то вы можете восполнить это нарушение, соблюдая полный пост в день Пандава Нирджала Экадаши. В действительности это не так. Ни в священных писаниях, непосредственно в Хари-Бхакти Виласе, руководстве по практике преданного служения, составленном Санатаной Госвами, ни в наставлениях Шрила Прабхупады нет подтверждения идеи о том, что если человек соблюдает полный пост Нирджала на Пандава Экадаши, то это нейтрализует любые неблагоприятные последствия от нарушения Экадаши за предыдущий год. Если мы случайно нарушаем Экадаши, то мы можем просто соблюдать его на следующий день. Что касается строгого соблюдения Пандава Нирджала Экадаши без воды, это личное решение каждого преданного, зависящее от его возможностей. Но не стоит ожидать от этого дня волшебства. В своей лекции по Шримад Бхагаватам, книге 3, главе 12, прочитанной 3 марта 1975 года в Далласе, Шрила Прабхупада объясняет: если мы говорим о достижении абсолюта, то нужно согласиться совершать определенную тапасию, а иначе достижение абсолюта невозможно. Предварительно скромную тапасию подобно Экадаши. Экадаши тоже тапасия. В дни Экадаши мы отказываемся от пищи, даже не пьем воду. Однако в нашем обществе мы не соблюдаем настолько строгие правила. Мы говорим, в Экадаши не следует употреблять в пищу зерновые. Можно съесть немного фруктов, выпить молока – это тапасия. А в своем письме Рудре от 11 ноября 1969 года Шрила Прабхупада уточняет: «Не выдумывай ничего трудноисполнимого.
Нет необходимости поститься каждую неделю. 2 раза в месяц на Икадыши вполне достаточно. Есть ведь и другие дни для поста. Аскетические практики и различные обеты помогают духовному осознанию. Но в эту эпоху, по милости Шри Кришны и Господа Чайтаньи, нам нет необходимости совершать аскетические подвиги, поскольку мы на них не способны. Правила и предписания, которые у нас уже есть, вполне достаточны для обычных людей. Мистицизм Икадыши проявляется и в страхе перед его якобы негативным астрологическим влиянием. У Шрила Прабхупады об этом спрашивал Тамала Кришна. Говорят, что Икадыши – это неблагоприятное сочетание планет, и потому необходимо больше повторять Харе Кришна, чтобы нейтрализовать этот негативный эффект. И Шрила Прабхупада со смехом отвечал: «Нет-нет, Экадыши очень благоприятен, а повторение в этот день более эффективно». Также был выяснен и стандарт повторения количества кругов на Икадыши. У Шрила Прабхупады во время утренней прогулки 11 февраля 1976 года в Майяпуре спросили: инициированные преданные всегда должны повторять на Икадыши 25 кругов. Таким должен быть стандарт для нашего движения в день Икадыши? И Шрила Прабхупада ответил: стандарт – это 16 кругов. Но если человек способен повторять больше, то это замечательно. Это не требование, а рекомендация. Время прерывания поста на Икадыши тоже обросло материальными мотивами и, соответственно, мифами. Если цели нашего поста сугубо материальные, то и такие материальные факторы, как точное время прерывания поста, становятся очень важными. Но если цель нашего поста на Икадыши духовная, то материальные детали становятся не такими актуальными. Вполне достаточно прервать пост в течение 2,5 часов после восхода солнца. Если Бог доволен нашим преданным служением во время Икадыши, никакое точное время не сможет это уничтожить. Итак, наша линия поведения в отношении проведения Икадыши такова. Первое. Мы следуем Икадыши как возможности больше посвятить себя преданному служению Богу. Второе. Мы избегаем на Икадыши зернобобовых, а остальной пищи по мере того, помогает это нашему преданному служению или вредит. Мы не надеемся на Пандава Нирджала Икадыши, а постимся на Двадаши, если пост на Икадыши был сорван. Мы читаем на Икадыши столько много кругов, сколько можем, если это не мешает нашему другому преданному служению. Мы прерываем пост после восхода солнца в течение 2,5 часов. И последнее. Если рядом с нами находятся люди, которые не следуют Икадыши, мы не оскорбляем и не унижаем их нашим постом. Все. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.